Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу еще раз затронуть тему именно сложной реанимации. Ведь свой я канал ориентирую на лечение, восстановление и реанимацию. Так, знаете, у многих, наверное, встает спор про вот такие орхидеи, которые я реанимирую и стараюсь наращивать с таким орхидеем корни с нуля. То есть они остаются просто с одними листами, со стволиками, без единого корня. И кто-то этот метод ругает, кто-то не воспринимает. Но, ребят, я хочу вам сказать одно. Вы можете принимать мой опыт. Также вы можете его не принимать. Вы можете для себя искать какие-то другие методы, другие способы. Но не нужно мне говорить и со мной спорить о том, что этот метод не работает. Для чего бы я вам тогда стала здесь записывать видео, показывать результаты? А ведь результаты, ребят, они есть. И я вам никогда не пустословлю. То есть я вам обязательно показываю орхидею, у которой случилась такая проблема. И обязательно по прошествию времени мы закрепляем результат. Я вам показываю, что с ними стало. Конечно, бывают такие ситуации, что не все орхидеи могут выживать именно в условиях бутылки. Но это говорит не о том, что я неправильно сделала и мои действия какие-то неверны. Это говорит о том, что либо орхидея была очень слабая и не хватило сил для восстановления, либо у нее было настолько сильное заболевание, что оно орхидею полностью съедает. Таких орхидей у меня несколько. Но какие-то сидят, просто еще сидят, не наращивают корни. И, ребят, это очень длительный процесс. То есть вы орхидейку сюда усаживаете, не ожидайте, что в течение недели, даже двух, там что-то появится. Но каждая орхидея ведет себя абсолютно по-своему. Здесь у нас, получается, практически прошло 5 месяцев. И вот такой прекрасный результат у орхидейки есть. Если я найду видео, где я ее сюда усаживала, так, да, видео у меня это есть. Я вам покажу, что изначально было, то есть вы там можете в этом видео посмотреть. И, ребят, такие орхидеи ни в коем случае нельзя усаживать, когда вы видите, что есть какие-то проявления нездоровые на листьях, то есть они желтеют листья, они чернеют, на них какие-то пятна непонятного происхождения, либо просто механическое повреждение. Даже вот пока сюда усаживаете, вы можете запросто лист об саму бутылку задеть и поцарапать. И вот эта вот царапина, свежая, рано срезанная, она будет здесь портиться и гноиться. И обязательно вот этот вот стволик, место среза вам нужно обрабатывать либо максимом, либо фундазолом. Ни в коем случае. Допустим, ну, произошел срез здесь и сейчас, и вы там через даже час усадили орхидею и ждете результат. Нет, она обязательно загноится. Вам необходимо сутки. То есть это я делаю сутки ее. Срезаю, обрабатываю и сушу. Когда, ну, вот это время, именно сутки, дает возможность хорошо данному стволику просохнуть. И тогда орхидейка не заставит себя ждать, ну, то есть через какое-то время результат все равно он будет. И вот эта орхидея у меня стоит здесь не просто так. Про нее видео есть, я вам вставлю. Изначально можете посмотреть, что было. А сейчас я вам хочу сказать лишь одно, что данная орхидея, она изначально потеряла корневую систему. И также сидела в бутылке, наращивала корни. Теперь она с 29 декабря сидит у меня здесь, ну тоже уже сколько, 4,5 месяца, как она здесь находится. Также можете в видео посмотреть, какие у нее были малюсенькие корешочки. И по прошествию этого времени, вот, смотрите, у нее было два корня. Один был, ну, где-то примерно вот такой вот длинненький, а один был только зачаток, насколько я помню. И вот корень у нее пророс. Также у нее видно, что вот корень не рос, и вот растущий активный корешочек. Также меня спрашивали, ну где-то, однако, в Вайбере или в группе, да, в группе в Телеграме, у меня есть группа ребят. У меня есть ссылки на группы ВКонтакте, в Одноклассниках, Инстаграм, Телеграм, Вайбер. Вступайте.
Спрашивайте, задавайте. Также мне одна моя подписчица выразила огромную благодарность. Я хочу вам тоже сказать огромное спасибо, что вы мне доверяете, вы меня смотрите, а я стараюсь по мере возможности вам помогать. Никогда я не буду вас игнорировать, я вам все равно отвечу и обязательно помогу. Видите, вот эти вот, ну, такой пушочек на корне, который здесь присутствует, это ничего страшного нет, это нормальный естественный процесс. Такие пушочки образуются, когда корень начинает чувствовать влагу, когда хорошая большая влажность, и они вот так вот начинают потом корешочки пушочком покрываться. Это хороший нормальный естественный процесс. И давайте посмотрим, что же у нее там внутри с корнями. Нормально, вот корешочек серенький, который есть, вы видите, он уходит туда в мох. То есть данная система, она работает. И орхидея теперь живет новой жизнью, листик новый. И можно было сказать о ней тоже, что бери и выкини. Как вот в этом случае тоже, вот чуть ли не бери и выкини. Но из такого состояния орхидейка пересаживается мною сюда, и теперь у нее вторая началась жизнь. Она у меня здесь будет сидеть, ну, долго, знаете, будет долго сидеть. Пусть сидит, пусть наращивает, пусть разращивается. Может быть, не знаю, год понадобится. И потом я ее уже пересажу в нормальный грунт, а пока пусть хорошенечко адаптируется. И хочу вам, ну, здесь просто между делом, показать вот эти вот две орхидейки. Они у меня тоже уже присутствовали на канале. Видите, казалось бы, ну, нормальная орхидейка, да, почему она сидит у меня в бутылке? Это, ребят, вот это вот две, это одна орхидея. То есть вот эти листики, которые здесь есть в бутылке, это было обычное нормальное здоровое растение, росло вот здесь, потом случилась гниль на шее, и мне ее пришлось срезать. И остался пенечек. И вот от этого пенечка теперь вот так вот пытается, вот прям пытается из последних сил прорасти вот эта деточка. Кое-как я ее тут и стимулирую всяко разно, но будем надеяться, что она у меня выживет. Вот, дала детку. Что хочу сказать именно вот про эту орхидеечку. Она у меня изначально тоже сидела вот так же вот в бутылке и наращивала корни вниз листьями. Потом я ее, ой, ребят, куда я только ее не пересаживала, и что я с ней только не делала, и вообще, и никак, абсолютно никак орхидея не хотела у меня расти. Так, сюда я ее садила тоже 29-го. Кстати, это было одно видео. Тоже я вам вставлю. Я вот экспериментировала над ними. В одном видео покажу. Обязательно можете посмотреть, как и по какой причине я ее сюда усадила. И теперь по прошествии тоже 4,5 месяца орхидея у меня только лишь благодаря вот этой бутылке, благодаря вот этой тепличке, она начала расти, она наконец-то тронулась в рост. Изначально те корни, которые у нее были, они мне, знаете, вообще не нравились. Они вот у нее были какие-то недоразвитые. То же самое можно сказать, вот у нее были практически вот такие же вот корешочки. Видите, вот этот активный, хороший растущий корень, а вот этот закукленный. Он то растет, то куклит, то растет, то куклит. И вот такая же вот ситуация была именно у орхидеи вот с этой корневой системой. Ни туда, ни сюда. Куда ни сиди, она вообще никак не откликалась. Но теперь орхидея, посмотрите, хочу вам похвастать. Нарастила листик вот этот вот. Это орхидея голландская, желтенькая. И главное, корешочки. Я люблю в первую очередь корни. Посмотрите. Она сидит, конечно, и растет по типу закрытой системы. Вот корни ушли. Вот, прям в воду они ушли. И я ее прям в болоте содержу. И все, вот эти корешочки тоже они туда ушли. Вот здесь вот корни вдали. Видно, что прорастают. И только лишь благодаря вот этой тепличке, по идее, сейчас уже можно было бы полностью убрать ей крышку, срезать и выращивать как будто в обычном стаканчике по типу закрытой системы просто. Но, ребят, вы знаете, я не просто так выращиваю, да, орхидеи, за ними ухаживаю, их лечу. Я каждую ситуацию, каждую орхидею стараюсь анализировать. Вот насчет нее. Она изначально не хотела расти, сопротивлялась, то ей не это, то ей не так. Сейчас вот я сижу и думаю, смотрю, ты начала расти, ты растешь прекрасно, здесь замечательно. Что же раньше тебе не нравилось и почему ты не росла?
А оказывается, насколько я поняла, и подумав, и все продумав, оказывается, орхидейке, видимо, не хватало влажности, не хватало сырости, вот этого болота, в котором она сейчас сидит. Как только я ее усадила в это болото, она прекрасно начала расти. Так что если хочу вам тоже посоветовать и сказать, если вы видите вот такой процесс, да, что у орхидейки и эта посадка не нравится, и здесь она не растет, и эдак не так, и это не то, экспериментируйте каждый раз, старайтесь дать что-то новое, какие-то условия содержания, и вы можете прийти вот к таким результатам. Так что, поменяв ей абсолютно полностью другие условия, усадив эту бутылку, и развивается идеально. Ничего я убирать не хочу, то есть бутылочку я не срезаю. Пусть сидит в этой тепличке. Она просто здесь растет и сидит в тепличке. Значит, ей нравится. Отсюда я уберу, когда она разрастется. Когда у меня уже не будет опасений по поводу того, что выживет, не выживет. Сейчас, да, я вижу активный ее рост, но орхидея на любой стадии роста может повести себя абсолютно по-разному. То есть прекратить рост, загноить корневую, листья, шея и пошло-поехало. Сейчас я смотрю, что ей все нравится, пусть сидит, пусть разрастается. Лишний раз дергать я орхидеи не стараюсь, и создавать им лишний стресс я тоже не стараюсь. Ну все, ребят, давайте перенесемся именно вот к этой орхидее. Именно про нее я хотела записать сегодня видео. Ситуация будет та же самая, что и вот с этой орхидеей. Буду усаживать ровно по такому же типу. Почему я захотела и стала ее сюда усаживать? То есть мне нужно изменить. Вот посмотрите, корешочки, да, они есть. Они у нее наросли. Желательно, конечно, чтобы корни наросли сантиметров хотя бы по 5. Но я на данный момент даже не имею такой возможности их так сильно нарастить. По крайней мере, вот, ну сколько здесь, наверное, сантиметра 3 корни, вот этот самый длинный корешочек, а эти и вовсе по 2 где-то сантиметра. Но видите, состояние такое, что вот орхидейка и морщинит лист. Вот, кстати, листик новый наращивает. И я думаю, что сейчас я ее усажу вот в такой же моховое гнездо, и она начнет намного быстрее разрастаться. То есть тепличка свое дело она сделала. Она помогла орхидейке нарастить вот эти вот корешочки. Далее свое дело именно сделает моховое гнездо. То есть, когда корни, в основе же корни дают все питание, рост. Когда корни начнут расти, тогда орхидея начнет намного быстрее восстанавливаться. И также, ребят, чуть не забыла, хочу обязательно обратить ваше внимание, ну, как я ранее сказала, дождитесь, чтобы корни были по 5 сантиметров, но если нет такой возможности, хотя бы вот так. И обязательно ваши корешочки должны быть активные, растущие. Если бы все эти 3 корня были, ну, вот по такому типу росту, видите, он рос и сам по себе закуклился. Если бы все 3 корня такие были, я бы ни в коем случае их туда не усаживала, потому что, ну, это не растущий, это спящий корешочек, он уходит сейчас в спящий режим. А если у вас корни вот такие вот растущие, я никогда эти пипочки не стараюсь трогать ногтем, потому что они, как только затронешь, они перестают далее расти. И вот этот корешочек, он тоже активный, но уже старается именно закуклиться. Поэтому мы сейчас будем выходить из ситуации только лишь благодаря вот этому корешочку. Я думаю, что орхидея нормально откликнется. И, ребят, так как орхидейка сидела в воде, листья у нее либо грязные, либо покрыты водорослями. Видите, вот грязь. Бывает, что водоросли, зелень такая. И чтобы в дальнейшем орхидейка хорошо получала питание, лучше всего будет ее промыть, очистить от этой грязи и уже со спокойной душой ее высаживать. И, ребят, перед тем, как работать, начать с грунтами, я хочу орхидеи предложить либо Радифарм как антистрессовый препарат, либо Экофуз тоже как антистрессовый препарат. Они у меня оба есть в наличии, можете обращаться, Почтой России могу отправлять. У меня рядом здесь под рукой лежит Радифарм, и буду использовать его. Почему именно антистрессовые препараты, а не какие-то другие? Ну, допустим, Привикур, да, как противогрибковый. А потому что грибковость, она ушла,
корни начали расти, орхидейка развивается, значит никаких вот даже повреждений на листьях нет, поэтому можно давать антистрессовые препараты. Если вы видите на листочках тоже есть какие-то пятна, какие-то повреждения, ну что видно, она болеет, но здесь уже антистрессовые препараты не помогут. И также, ребят, хочу вам сказать о том, что вот когда орхидейка сидит в бутылке, мы же лишний раз любим что-то к ним полазить, что-то там поделать, я не знаю. Я никогда вот к таким орхидеям не лезу. Она посадила в бутылку, все. И даже если вы вот будете крутить, вертеть, перемещать, в этом углу окна стоял, потом в другое, там взяли, оттуда вытащили, посмотрели, подергали. Вот особенно для таких орхидей любое ваше телодвижение является стрессом. И они будут болеть, они не будут ничего наращивать, они будут стрессовать. Поэтому не старайтесь никогда такие орхидеи лишний раз трогать. И вот даже сейчас у орхидейки будет другое местоположение, другая посадка, и, конечно же, для нее это стресс. И чтобы ей было легче все это переживать, я даю ей вот такие препараты. Радифарм используется 1,5 мл на литр воды. Но мне литр воды не нужен, только лишь 500 мл. Поэтому я развожу, получается 0,75. Ну вот здесь вот я, так скажем, на глаз половину добавляю. Вот столько нам будет достаточно. Далее также на дно я насыпаю цеофлору для орхидей, которую вы можете приобрести также у меня. Сколько закрываю вот это донышко, ее хватает. Какую же здесь роль играет цеофлора? Насколько мы знаем, цеофлора, она содержит природный циолит, который содержит микро- и макроэлементы. И также полезна очень для наращивания, для стимуляции корневой системы. И уже сейчас я ее просто заливаю. Изначально вообще производитель говорит о том, что она уже должна быть мокрая, 30 минут настоянная. Но я делаю именно вот так. Радифарм, раствор. У меня здесь есть остатки роскоши. Буквально немножко я оставила себе мха. Вот такого хорошего, натурального, природного, естественного. В наличии его нету. Будет либо в конце мая, либо в начале июня. Я обязательно в своих группах, в своих социальных сетях вам сообщу о его наличии. Изначально я буду формировать именно само гнездо, а уже в конце усаживать туда орхидею, потому что невозможно вместе с орхидеей все это сделать. Я на дно также укладываю мох, а мох нам нужен для того, чтобы он держал постоянную влажность. И он тем самым начинает выманивать корни от ствола у орхидеи, либо вот эти растущие корешочки, что есть, они чувствуют влагу и начинают тянуться к этой влаге. И по самый верх, прям вот по самый верх я буду закладывать мох. Вот так у меня это получилось. И видите, внутри образовалось вот такое вот гнездо. Вот здесь вот. И, конечно же, орхидейку саму я буду усаживать на кусочек пенопласта. Для того, чтобы у нас сам стволик, сама вот эта попочка, она не намокала. Пенопласт он воду отталкивает. И, конечно, стараюсь, чтобы хотя бы какой-то и один из этих корней, он касался самого мха. Ну, вот так вот, конечно, показать вам будет сложно, но вон тот корешочек, который самый активный, он и касается мха. И, конечно, теперь он будет постоянно тянуться именно к влажному субстрату и тем самым прорастать. И, дай бог, орхидейка здесь восстановится. Здесь, видите, она еще ложится, сам лист, на мох и будет также от мха получать именно влажность, которую ей сейчас необходима. Оставшейся вот этой водой я немного мох пролью, для того, чтобы он у меня не падал и плотненько, так скажем, на стенках держался. Воды сюда можно доливать ровно столько. Но в основе, конечно, чтобы цеофлора
Вот видите, циофлора, она начала соприкасаться с мхом. И тогда это все одновременно, мох, он начинает напитываться и подниматься водичка будет кверху. Но самый основной, конечно, момент, чтобы ваш стволик у орхидеи ни в коем случае не был в воде, обязательно этот момент просматривайте. И, ребят, раз уж разговор у меня зашел об этой орхидее, это получается, что я, ну, по неосторожности открутила ей голову. Она изначально была, ну, вот в таком состоянии, с листиком и вот с таким тонюсеньким стволом. Я ее взяла и открутила ей. И теперь, конечно же, эта орхидея является пнем. Вот видите, у этого пня есть вот корень живой, вот живой. До тех пор, пока эти корешочки зеленые и живые, она будет наращивать деточку. Вот такую деточку на сегодняшний момент за 4,5 месяца она нарастила. Можно сказать так, что у меня из одной орхидеи получилось 2 орхидеи. Ну и вот третья сейчас здесь нарастает. Дай бог, все будет хорошо, и это будет полноценно нормальная деточка с растущими корешочками. Но пока я их здесь не вижу, ничего страшного. В скором времени она обязательно даст корешочки. И вот таким вот, ребят, хитрым одним методом я наращиваю, продолжаю наращивать орхидеям далее корни. Мне такой метод подсказали мои подписчики, за что вам, конечно, огромное спасибо. Ранее я такого не знала. И теперь у меня это хорошо получается. Уже вторая орхидея, которая будет в моховом гнезде продолжать наращивать свои корешочки. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что ну вот в этой бутылке, да, я орхидеям наращиваю только взрослым корни. Также мне в группе писали о том, что этот метод плохой и он не работает. Я там сколько орхидей загубила, ребят, ни в коем случае не деточек. Ни в коем случае не подростки. Детки сами по себе, когда ну, по иным различным причинам, там, где ваши причины, где не ваши причины, болеют. Либо они еще вот не успевают наращивать корни, либо есть какие-то зачатки корней, и вот что с ними делать, да? В основном большая процентовка того, что вы таких деток выходить не сможете. Да даже я. Порой у меня не получается выхаживать такие орхидеи, потому что они очень слабые. Они маленькие, им не хватает сил при вот этой реанимации наращивать корни. И не бутылка, не такой вид стимуляции в этом виноват, а лишь только потому, что это слабое растение. То же самое, но с подростками, конечно, будет полегче. Они уже более взрослые, но вот эту вот орхидею, она здесь, когда росла, она вообще изначально была взрослым, считалась взрослым растением. И почему она сейчас выглядит как деточка? Потому что тоже по прошествии много времени она вот кое-как наращивала себе листочки и все на свете. Вот эти вот листья, они уже не от садовника, а выращены в моих домашних условиях. Дай бог, и в будущем она их разрастет, и будут нормально полноценные листья. И поэтому такая реанимация способна помочь только взрослым растениям, потому что это орхидеи как-никак адаптированы к каким-то условиям, к условиям теплицы, к вашим домашним условиям. У них какой-никакой, ну, сформировался иммунитет. Это взрослые, то же самое, что мы взрослые люди, много легче переносим какие-то заболевания, нежели дети. И поэтому такой метод только для взрослых орхидей. Думаю, что вам данное видео было полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно заказывайте какие-то препараты. У меня их огромное количество. Я вам буду очень благодарна. Также благодарна за то, что вы смотрите. Вы обязательно принимаете мои какие-то методы лечения, наращивания, восстановления. Всем спасибо, ребят, большое за просмотр. Всем пока.